Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Что ждет на работе, что ждет в личной жизни? Давайте узнаем неожиданности и сюрпризы недели с 14 по 20 октября. Цыганский пасьянс и Таро расклад. Вначале мы методом рандомной и совершенно неожиданной комбинации узнаем событийный ряд, а после дополним на картах Таро наш прогноз. Я знаю, что среди вас есть люди, которым однозначно нравятся пасьянсы, но кто-то не воспринимает, мы все разные, безусловно. И я решила несколько переформатировать еженедельный прогноз, сделать его вот из двух частей. Что нам беспристрастно, опять же, покажут карты цыганского пасьянса, с чем это может быть сопряжено. И если здесь о событиях, то как раз карты Таро больше наши чувства, эмоции или наши впечатления где-то. Раскрывают и саму обстановку, не без этого. И в конце мы достанем карту «Совет». У нас сегодня две колоды, которые как раз поддержка патронажа ангелов, а это оракул ангелов. Так вот, на оракуле мы с вами достанем карту «Совет», что нам скажет. Итак, давайте пойдем и будем узнавать, что же для вас неделя. Этому пасьянсу очень много лет, десятилетий, даже несколько, но он хорошо сохранился. Вот смотрите, прочный союз вам выпадает. Всегда кольцо – это прочный союз. И где-то это может быть и как о партнерских отношениях, это может быть и любовная история, личная жизнь, мои дорогие. И этого я тоже не исключаю. Смотрю, какие еще совпадения. Может быть, вы отправитесь в гости, или вы будете ожидать гостей, потому что бокал как раз об этом. Приподнятое настроение какое-то, это да. Как будто отступают неурядицы, хочется так сказать. Посмотрите, ангел сам по себе выпадает, и это то значение, когда доброжелатель. Может быть, это вы ждете встречи с важным для вас человеком. Это может быть любая ключевая персона. Это может быть и личная жизнь. Может быть и по работе, тоже как партнеры, да. Все же у нас этот бокал, это встреча, гости, самые разные. Но может быть у кого-то конкретно есть тема, в вашей семье, например, когда застолье какое-то уже запланировано или торжество, но для кого-то может проиграться банально, есть действительно очень важный человек в вашей жизни, и вы ждете, готовитесь к этой встрече, но есть и те какие-то сомнения, и кто знает, может быть, прежде были какие-то недоговоренности, что-то вот не пошло так, как вы бы предполагали, или нам не говорят о какой-то ссоре, но, может быть, она и была тоже, все же это только карты. Но как будто есть тот человек, которому вы можете доверять, которого вы знаете хорошо, который вас любит, мои дорогие близнецы. Для вас время перезагрузки в ноябре, несмотря на все сложные транзиты. Для вас-то как раз, ну, через какую-то перезагрузку открывается время новых возможностей. Когда как раз Плутон перейдет полностью в знак Водолея, это произойдет с 20 ноября, это забегая немного вперед. Для вас, знаете, как новое качество жизни для себя отстроить. Это что-то более глобальное, такое значимое в вашей жизни, когда что-то меняется. Безусловно, все зависит от нас самих. Если мы хотим что-то менять, то оно и будет меняться. Если мы где-то просто сидим и выжидаем, ну, вряд ли, конечно. Есть какая-то тревога, правда. И, кстати, причину нам не показывают. Как будто и причины нет. Это вы можете кому-то не доверять, кстати. Это у вас могут быть какие-то сомнения.
Вот у нас ангел выпадает, а тут для вас и скрытый враг. Конечно, когда маска, может быть конкретный человек, который, знаете, маска это ведь человек как будто за маской или под маской скрывает свою сущность, личину, говорят, да. И когда нам транслируют в глаза что-то хорошее, приятное, а за глаза как раз добра не желают. Может быть, есть это два разных человека. Знаете, я бы, исходя из этого, у вас сейчас все неплохо. И где-то спокойное течение жизни. Хоть нам об этом не сказали, сейчас мы дополним картами Таро. Но вот исходя из этого даже пасьянса, хорошее настроение, в принципе, все спокойно, все уверенно, прочный союз. И есть те люди, которые конкретно вас любят и к вам относятся искренне. Но есть и вот эта маска, и которая, знаете, это как, вроде бы у вас все хорошо, а вы встречаетесь с каким-то человеком, и он вас либо отговаривает от чего-то, либо он вам какую-то сумятицу в душу привносит, либо начинает выстраивать какую-то конфронтацию между вами и кем-то, или настраивает вас кому-то отрицательно. Вот что-то такое. И вроде бы это не вредит, потому что решение принимаете вы сами, но существенно портит вам настроение. Вот единственное, что я могу сказать. Давайте мы немножко раскроем события ближайших дней. Что нам расскажут на неделю, на события ближайшего времени. Что вам придется адаптировать или организовывать? Зададим вот такой нетрадиционный вопрос. Победу свою. Ну вот все то, что я только что говорила, карта подтверждает, что у вас удача какая-то. Или, в принципе, у вас складывается вот так, как надо. Может быть, как раз ваш успех кому-то претит глаза, вот кому-то покоя не дает. У вас складывается все хорошо, а человек смотрит на вас и думает, а у меня все плохо. Дай-ка я ему в его бочку с медом ложку дегтя добавлю. Это сама по себе карта успеха. Это первая ступень к самодостаточности. Это тот успех, который будет продолжен. Вот что вам адаптировать? Себя самого. У вас действительно получается какое-то дело. И неважно, чего это касается. Конечно, жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Вот значит, где-то в этих делах прогресс. Но ведь это может быть победа в каких-то важных согласованиях. Может быть, согласование по части и личной жизни. Но как угодно это воспринимайте. Но есть вот тот самый успех, а вам кто-то может его словно пытаться испортить. Испортить именно путем воздействия на вас лично и на ваше настроение. Или от чего-то отговаривать. А вам все-таки нужно оттолкнуться от того, чего же ваша душа хочет. Хорошо, что вам еще придется адаптировать. Паж жезлов. Адаптировать свои какие-то последующие первые шаги. Как будто вот есть победа, но вот то, чего вы уже достигли, что у вас получилось осуществить. Или какую-то работу вы уже проделали достаточно непростую, и поэтому себя уже так можно поставить на определенный пьедестал. Может быть, для кого-то этого выдержали предыдущий напряженный период. Или какие-то согласования очень важно, сложные прошли. И это тоже ваша победа. Она вам уже стоила каких-то нервов, как минимум, напряжения психоэмоционального или физического даже, да, или конкретной работы, может быть, да, по зарабатыванию, если мы говорим деньги. Но вот теперь адаптировать к новым сложившимся условиям, к новой обстановке или к вашим планам, потому что по пажу жезлов это проходит где-то и как и ваши планы, но и еще, знаете, когда мы хотим этот успех продолжить. Мы хотим не только его сохранить или стабилизировать, а чтобы это как-то вылилось в какую-то более интересную историю. И вы вот последующие эти планы, последующие шаги, вы здесь будете продумывать. Может быть, что-то и согласовывать. Но вы как будто уже на что-то решились. Вот ваши решения, как будут воплощаться в жизнь. Вот вы каждое решение будете адаптировать к той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Меня смотрят люди из разных стран. В чем ваша сила?
15-й старший аркан. Когда вы правильно оцениваете обстановку, конкретно внешнюю, что происходит, и когда вы не допускаете ни сомнений, ни надевания розовых очков. Это карта эго. Так в этой колоде выглядит 15-й старший аркан. Здесь называется эго, а в традиционных колодах Таро это карта дьявола. Эта карта нам говорит о том, что мы можем какие-то строить иллюзии, а реальность какая-то другая. Это карта еще одновременно материализма. Да, 15-й старший аркан помогает нам в физическом самочувствии. Когда он говорит, что у тебя достаточно на этой неделе будет физических сил, как и сделать намеченные какие-то дела, выполнить, так и, в принципе, осуществить ваши намерения. Но, наверное, вот этот чрезмерный какой-то материализм, его вряд ли он поможет. Будут удачными к решению вопросов в финансах. Есть такой момент. Но и не замечтаться. Помните, что легкие деньги опасны. И где-то, ну, может быть, отчасти не быть чрезмерно таким, знаете, расчетливым. Быть более открытым миру. Или понимать, что деньги решают многое, но, увы, не все. Мы за деньги можем что-то купить, но есть это как бы два направления в нашей жизни. Одно измеряется ценой, но другое называется ценности. И вот это два, вот эти направления. Путать нельзя, не имеет смысла, потому что мы тогда попадем в какую-то зависимость. Вот эта клетка нам, как ангел показывает, открывает эту клетку и говорит: пожалуйста, птицы вот этой, которая там сидит, она может вылететь, но птица сидит, потому что ей там надежно. Вот какой-то такой вопрос, когда ваша сила будет именно заключаться в правильной оценке обстановки, ваших намерений, ну, может быть, где-то и расчете, но не переусердствовать, разделять цену и ценности. В чем ваша сила? Тут, знаете, будет еще какая ситуация. У кого-то может проиграться как страсть. Конкретное физическое влечение к какому-то человеку. Может быть, у нас тут сказали, у кого-то встреча намечается. И это вы ждете. Ждете и не дождетесь кого-то любимого, у кого-то так может проиграться. Или когда решится какой-то ваш вопрос. Да, зависимости, привычки тоже проходят по этой карте. И тогда прекрасное время как раз избавиться от чего-то, от того, что вам мешает жить. В чем ваша сила? Еще одна 6. Любая 6 – это своеобразная победа. И если здесь у нас победа, дела, работа, бизнес, то здесь где-то в чувствах. Может быть, это самому правильно оценить себя, ваши собственные планы по части личной жизни. Эта карта нас приглашает, ну, как принять какое-то новое решение по части, может быть, ваших личных взаимоотношений, но это есть еще и карта ностальгии, и тогда я могу предположить, вот эта ностальгия, тот человек, о котором вы мечтаете, может быть, как раз и планируется вот эта самая встреча, и вы уже какие-то первые шаги по направлению к ней делаете. Для кого-то из вас может так проиграться, что тот человек, который, ну, может быть, были какие-то недопонимания в вашем союзе, здесь он снова появляется в вашей жизни. И если кто-то появляется по части, неважно в какой сфере жизни, либо по работе нам могут о себе напомнить друзья, например, с которыми мы прежде имели контакты, или просто друзья давние какие-то, и вдруг человек вам напишет. Примите во внимание, что для чего-то вам этот человек как судьбой дан еще раз, потому что вот эти контакты могут быть продолжены к радости или к успеху для вас двоих. Поэтому тут что-то так резко сбрасывать со счетов не стоит. И ведь в этом ваша сила. Что-то продолжить и адаптировать по-новому. Тогда это все усилит позицию победителя. Давайте я еще одну карту достану. Для кого-то конкретно выйти из одиночества, мои дорогие.
Старший аркан — отшельник. Да, это мудрец, это философ, это ментор, тот, который все знает. Но эта карта, мы спросили, в чем ваша сила, возможно, прекратить какой-то период одиночества. Или правильно, мудро оценить, как и обстановку, то, что я говорила, или вот эти два направления, что оценивается с позиции цены, а что с позиции ценностей. И где-то философски так отнестись как и к своей жизни, так и к вашим намерениям. Два старших серьезных аркана. Вы знаете, тут действительно какие-то важные решения вы принимаете на этой неделе. От чего-то не отказаться, мои дорогие. От того, что может быть продолжено. Ну, а то, что может быть привычка не самая полезная, ну, она, пожалуй, всегда полезно избавиться. Но, видимо, если мы говорим об этих привычках, удачная неделя или благополучная неделя для того, чтобы... Ведь зависимости бывают разные. У кто-то трудоголик, почему нет? Ну, значит, тоже не нужно себя истязать этой работой. Ну, а у кого-то и другие зависимости. Что ждет? Что ждет на работе? Дела, работа, бизнес, учеба. Король Земли, и это карта надежных людей, надежных союзников. Но это ваша вообще, в принципе, сильная позиция. Это карта благополучия, благосостояния, доброго человека, партнера какого-то, который вам готов прийти на помощь. Это когда у вас все контролируется, это когда все под контролем. В принципе, не в узком моменте здесь и сейчас, а когда вы уже что-то можете распланировать на будущее. Может быть, поэтому вам и выпадает паж жезлов и говорит, что да, ты сейчас, у тебя сильная позиция, но самое время не только сохранять, а уже как раз себе что-то как ориентиры или конкретные шаги намечать на будущее. И ваша сильная позиция на работе, это где-то и по деньгам благополучно решаются вопросы, может быть, согласование в высоких инстанциях, может быть, есть и человек конкретный, который родился под знаком зодиака стихии Земли, и есть какое-то взаимодействие с этим человеком. По этой карте тогда проходят люди надежные больше. Могут быть и партнеры, у кого-то совместный бизнес, мои дорогие. И тогда бизнес тут как раз в прогресс вот-вот пойдет. Благополучная карта в целом. Что еще нам про работу? И вот смотрите, может быть, и были какие-то периоды, тройка воздуха нам всегда говорит о сожалении. Или о том, что у нас что-то прежде, это карта не этой недели, это карта прошлого. И когда мы это прошлое оцениваем без эмоций, мы оставляем ее в виде ситуации. И даже если мы что-то как будто потеряли, или мы в чем-то проиграли, или кто-то из нас, может быть, совершил ошибку, или партнеры совершили ошибку и теперь возвращаются, да, в нашу жизнь. Карта больше говорит о том, что прости самого себя, позволь себе право на ошибку и иди дальше. Может быть, что-то прежде не складывалось по работе или по каким-то согласованиям. А вот смотрите, на дне у вас карта Солнца, мои дорогие близнецы. Вот так вот, поэтому к успеху. На кону ваше Солнце. Так вот, оставьте ситуацию как опыт, чтобы не повторить какие-то ошибки. Но себя терзать за ошибки определенно нет смысла. И если не на каждой карте поддержки ангелов, патронажа ангелов, эти самые ангелы изображены, то на тройке мечей аж два ангела утешают нашу девушку. Ну, уже как выздоровление, какая-то больная ситуация, она у вас закончилась. И пусть она создалась даже из-за какой-то потери или ваших ошибок. Простите себя и других за эти ошибки и идите дальше. Нет как бы смысла травить прежние раны. Дайте им зажить и забыть о них окончательно. Давайте мы посмотрим тогда, что ждет вас в личной жизни. Так выглядит карта Верховная Жрица. Первая карта это была Ля Папесса, и она скрывала свое женское обличие под мужским платьем. Так вот, если мы говорим, что ждет в личной жизни, тут как будто карта приглашает услышать интуицию. Это карта мудрости и терпения, мои дорогие. Значит, в решении каких-то личных вопросов,
К примеру, вы можете узнать какую-то тайну, но вы можете еще и совершить важные разговоры. То, что было как раз в тени, или было как недоговоренность, или недопонимание между двумя людьми. Здесь это можно свести к нулю, проговорить что-то. Или все же карта нам где-то про молчание, если мы говорим. Может быть, есть такие темы, которые, ну и не стоит выносить на обсуждение, мои дорогие близнецы. Храните молчание, вот. Или храните терпение в некоторых вопросах по личной жизни. Будьте мудры, безусловно. Ну, видимо, поэтому нам говорят терпение, еще раз терпение, потому что выпадает 4 воды. И это всегда та ситуация, когда нас что-то, ну, не радует, что-то нас разочаровало. Это когда мы чересчур где-то застряли в одном пункте или на одной какой-то теме. И вот благодаря тому, что мы что-то как одну тему обдумываем по 10 раз и ходим по кругу, для нас и может как раз означать, когда нам кажется, что в какой-то ситуации тупик, а на самом деле мы не видим как раз вот эту возможность, как будто не зацикливайся на чем-то одном. И может быть вот это терпение, быть добрее к самому себе и более мудрее. Это вот по части личной жизни и какой-то ситуации. Давайте, что же еще не совсем понятно. Ну, правда, есть какая-то, ну, как разочарование. Может быть, и правда как у кого-то ошибка. И тогда не нужно себя за это буквально наказывать или думать, что ну, один раз ты ошибся, и ты теперь будешь повторять снова и снова. Или кто-то вам будет это припоминать. Или какое-то разочарование было. Знаете, тут ведь сложно даже предположить. По личной жизни конкретно выпадает 4 воды, верховная жрица. И нам говорят о мудрости, да. Но есть еще и 9 мечей, это карта негатива, это карта бессонницы. У кого-то банально проиграется инсомния, и тогда нужно с этим тоже что-то делать. Для кого-то достаточно прогулок перед сном или пересмотреть режим труда и отдыха, или уже, чтобы воспользоваться консультацией доктора, следует его посетить и как-то исправить эту ситуацию. Посмотрите, но я больше вижу, что это какой-то психоэмоциональный уровень, когда ваши прежние воспоминания, и вы именно гоняете мысли по кругу. Как здесь человек не видит возможность, так и здесь он смотрит как будто на те 3 разлитых кубка или на упущенные какие-то возможности, проигранные со знаком минус ситуации. И здесь с закрытыми глазами человек сидит, он боится этих открыть, потому что ему кажется, вот то, что приснилось, сейчас будет продолжаться. То есть оба не видят какую-то реальность, понимаете? И вот вам в личной жизни нужно быть, я так думаю, очень аккуратно по какому-то вопросу. Интересно, дайте я спрошу, а что это за ситуация такая? Помните на кону ваше солнце? Что там у близнецов в личной жизни? Что за ситуация? А вы знаете, тут из-за какой-то паузы ничего не происходит. Или из-за какого-то долгого ожидания, которое действительно длится, тянется, и у вас уже какие-то сомнения. Ну, кто-то мог додуматься до расставаний. Может быть, уже сегодня думаете одно, завтра думаете другое. То вам хочется не торопиться куда-то, то вам хочется наоборот все так жестко расставить по местам. Чем-то близнецы озадачены или недовольны. Кто-то уже мог, кстати, из вас уйти, или какие-то отношения могли закончиться. Обратите внимание, ангел на заднем плане, так выглядит туз мечей. И мальчик уходит. Мальчик уходит, и, кстати, он мечом не размахивает. Он словно волочится за ним следом, и он идет так вот понуро. То есть мы по этой карте признаем свои ошибки. Есть возможность все изменить. Какую-то ситуацию вы можете переиграть, мои дорогие.
как раз важный какой-то разговор должен состояться. То есть какую-то ситуацию увидеть вот так вот здраво, беспристрастно, но всегда туз мечей. Я ее называю выход из лабиринта. Поэтому, может быть, был какой-то лабиринт прежде в отношениях. И теперь вы можете не отказываться, а перевести на новый уровень. Или если была какая-то ссора, то здесь возможно примирение, правда? Чтобы быть счастливым. А тут была, вот посмотрите, какая-то ситуация. Может быть, это вы, мои дорогие близнецы, кто-то, ну, сожалеет о содеянном. Может быть, это и в отношении вас была такая история. А теперь к вам возвращается человек. А у вас какая-то обида. Вот тут обида. Вы на кого-то обиделись. И, может быть, это было очень некрасиво. Мальчик и девочка изображены, и на заднем плане ангел. Девочка свернулась, как будто калачиком, ей холодно и одиноко, но она, как воин, поставила меч наготове возле себя, и мы видим по какой-то причине в корзинке возле нее всего лишь 2 яблока, а у мальчика аж целых 5. И мы понимаем, что, скорее всего, мальчик решил схитрить, обманув девочку, и забрал больше яблок. И девочка восприняла как предательство и решила остаться одна. И дружба завершилась. Было время у мальчика подумать, и он хочет вернуть эти 5 яблок. Ему не нужны эти яблоки уже такой ценой. И вот к вам кто-то может вернуться. Конечно, я допускаю, вы можете быть любым из этих персонажей, но у кого-то будет недопонимание, потому что вы что-то не проговорили важное. А у кого-то будет и обман тоже, мои дорогие. Все же мы все разные, будьте внимательны. Но если даже было что-то подобное, как вот это на этой карте семерка воздуха, есть возможность, может быть, нивелировать какой-то конфликт и все же этого взаимопонимания достичь. Все будет зависеть от вашего настроя. Дайте я спрошу перспективы. Неожиданно. Императрица. Вы знаете, все будет зависеть от вашего умения. Ваша планета-управитель – это Меркурий. И Меркурий как захочет. Меркурий может быть более чем как бы способным договариваться и способным к компромиссу. Но может стать, знаете как, и если мы говорим как раз про эту неделю, Меркурий в Скорпионе, мои дорогие. И это другой несколько Меркурий. Это когда хочется докопаться до сути. Это когда хочется вот раскопать какое-то дело, тему до самой основы. Не факт, что мы останемся довольны от своих раскопок археологических. Может быть, наоборот, нас это поставит в больший тупик. Но не быть, знаете, таким въедливым или чересчур жестким определенно стоит, потому что нам как будто вот это такая методичность, какая-то суперпунктуальность не во благо. Поэтому будьте внимательны. Но карта императрицы – это всегда новые возможности. Поэтому если поставить во главу угла, если вы правильно, вот знаете, честны сами с собой, ну вот понимаете, да, что вот, ну, был какой-то конфликт. Может быть, и человек был в чем-то неправ. Ну, допустить, и я, наверное, был неправ или не права, то тогда с позиции именно, когда один другому ничего не доказывает, а стремятся договориться, на этой неделе определенно есть возможности. Ну, это так нам обрисовали ситуацию карты. Но карта императрицы, безусловно, это символ нового «я» и новых возможностей. Нового качества совершенно жизни, нового качества отношений. Что ждет по финансам, давайте спросим. Хотя нам тут говорили 6 жезлов, это, или шестерка огня, это уже победа. Так что по финансам? Ну, карта таланта, карта сдачи экзамена. И это когда вы что-то можете изучать, и в последующем ваши знания переложите на практику, это будет больше денег, буквально.
Или конкретно есть у вас экзамен, вы сдаете, может быть, курсы закончили какие-то, и вы более востребованный специалист. И здесь у каждого по-разному проиграется, потому что мы здесь, даже если что-то изучаем, то это нам во благо для какого-то конкретного приложения. Даже если вы, к примеру, учите языки, в последующем в работе вам эти языки в вашей жизни пригодятся, и в целом вас это сделает более востребованным человеком на рынке труда. Или кто-то получает права, мои дорогие близнецы, к примеру, да, значит, вот вы сможете управлять автомобилем, и тоже это в вашей профессии может каким-то образом помочь. Или вы прошли еще какие-то курсы, но это прикладные знания, они тоже вам помогут для того, чтобы быть более успешным. Вот если изучение, то оно во благо именно для чего-то, с какой-то конкретной целью. Или когда вы с учетом вообще всего-всего, всех карт, своеобразный жизненный экзамен сдаете, и, может быть, как согласование, мы же смотрим все же с вами на деньги, и деньги – это у нас еще вопросы, связанные с домом, имуществом, с поступлением денег, у кого-то какие-то новые системы взаиморасчета, и тогда вам тоже эту ситуацию, к примеру, нужно адаптировать к своему бизнесу, или к личному делу, или к личному творчеству, у кого-то монетизировать это творчество, может быть, так тоже, но мы как раз готовы учиться, чтобы деньги шли в рост. Что же еще? Ну, дальше я уже не достаю, мои дорогие. Четверка жезлов, праздник после победы. Это и перспективы, это и сам по себе праздник, какие-то хорошие, добрые события, как и где-то приход денег, но есть и победа, и есть праздник. Поэтому по финансам, мои дорогие близнецы, как раз позитивные моменты на этой неделе. Или я бы сказала, может быть, не только моменты, а еще что-то через согласование. Ну, здесь у каждого по-своему. Давайте карту совет на оракуле ангелов. Ну вот приготовьтесь. В течение года, от сегодняшнего дня буквально нам говорят, это для вас будет какой-то очень важный период. И я уже прозвучала, я говорила, когда Плутон перейдет окончательно в знак зодиака Водолея, для вас как новая эпоха, с новыми возможностями, с новым качеством жизни. Но тогда я так вижу. Карта говорит, что здесь вот что-то ты, близнецы, вам как будто нужно не упустить. И это будет продолжаться, наиболее активно развиваться в течение года. И в последующем еще какие-то новые перспективы перед вами откроют. Здесь держите руку на пульсе. Тут, правда, открываются новые возможности. Но мне нечего добавить. Изобилие, процветание и благополучие, и новое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.